Всем привет, с вами Фотогир и я Виктор Брусков, и сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях о новом флагманском смартфоне Sony Xperia Pro I. Ко мне этот телефон попал всего на несколько дней, плюс это препродакшн версия, но я уже успел составить о нем впечатление, о котором я вам сегодня и расскажу. Модель называется Pro I, и буква I в данном случае обозначает слово image, то есть изображение. И начиная с названия, все указывает на то, что инженеры Sony постарались добиться того, чтобы изображения получались в их смартфоне лучше, чем когда-либо. Сегодня я буду много сравнивать новинку со своей Sony Xperia 1 Mark III, поэтому если хотите знать об Xperia 1 Mark III больше, то я очень рекомендую посмотреть мой обзор. Как я и говорил в своем обзоре, чтобы получить лучшее изображение смартфона Sony, нужно снимать в полностью ручном режиме в специальном приложении Photo Pro. И все потому, что Sony, в отличие от всех других производителей смартфонов, опирается не на софт, а на железо, то есть старается увеличивать матрицы и сотрудничает с такими брендами объективов, как Zeiss. Поэтому, чтобы сделать Sony Xperia Pro I еще лучше, они еще больше увеличили матрицу и установили сюда уже дюймовый сенсор от своих компактных камер RX серии. А также здесь установлен объектив Zeiss, то есть не антибликовое покрытие, а уже полноценный объектив на основном модуле, у которого даже есть асферический элемент в оптической конструкции. Это значит, что изображения должны получаться особенно хорошими, потому что взаимодействие большого сенсора и хорошей оптики как раз и дают тот самый результат, который способны дать камеры. Не обошлось здесь и без подвоха, потому что сенсор, который здесь установлен от RX серии, он изначально 20-мегапиксельный, а в итоге мы получаем 12-мегапиксельное изображение. Все потому, что сам объектив покрывает не всю площадь матрицы, а только 60%. Но несмотря на это, Xperia Pro I все равно лучший смартфон Sony по качеству съемки на сегодняшний день. Потому что только комбинация увеличенной матрицы, хорошей оптики и полностью ручного управления может удовлетворить нас, фотографов. И мне лично очень нравится подход Sony к получению изображений именно таким образом. Потому что смартфоны, которые опираются на вычислительные мощности, выдают обычно неестественную, пере-HDR-ную картинку, которая выглядит плоской и на которую невозможно повлиять. То есть она неуправляемая, так как алгоритмы сами хотят вытянуть тени, цвета, как им вздумается. А нам, фотографам, как раз нравится брать все под контроль, чтобы мы сами следили за тем, где мы хотим получить темное изображение, где светлое. Именно в полном контроле параметров съемки и заключается как раз качество, которое получается из камер. И это уже очевидный факт, что Sony при выпуске нового смартфона делает ставку на любителей и профессионалов, которые как раз любят контролировать свое изображение как при съемке фото, так и при съемке видео. Дошло до того, что объектив, который установлен в Xperia Pro I, имеет изменяемую диафрагму со значений f2 до значений f4, без каких-либо промежуточных значений. И это реально помогает при съемке. Я, например, снимал в метро и хотел получить чуть более длинную выдержку для того, чтобы размыть поезд. Остальные объекты, которые были статичны, были бы в резкости. Соответственно, я закрыл диафрагму до значения f4, и при чувствительности ISO 100 у меня получилась достаточно длинная выдержка для того, чтобы размыть движущийся поезд. Так что переменная диафрагма в объективе — это реально полезная функция. Тот, кто разрабатывал новый телефон Sony, пошел еще дальше. Здесь также подумали и о эргономике. Из-за того, что грани в Xperia Pro I рифленые, телефон увереннее лежит в руке, то есть он уже не выскальзывает. Плюс здесь увеличилась кнопка спуска затвора, теперь она еще более ощутима и ее легче найти. А самая прелесть этой кнопки в том, что можно вытаскивать смартфон из кармана и одновременно, нажимая на эту кнопку, запускать приложение. То есть не надо касаться сенсорного экрана. И третья очень крутая штука, которую продумали в эргономике, это установили петлю для ремешка.
из-за чего не страшно смартфон уронить, в каких бы условиях съемки вы ни находились. Мне кажется, что это особенно полезно, потому что люди очень часто роняют свои смартфоны, и действительно не хватало такого решения. Здесь по-прежнему очень крутой экран, такой же, как в Xperia 1 Mark III. Он 4К и с обновлением 120 Гц. И что в Xperia 1 Mark III, что в этом смартфоне есть функция, когда мы через обычный USB кабель подключаем смартфон к камере и выводим изображение. Оказывается, что для прямого подключения смартфона к камере нужно, чтобы в камере было установлено UVC соединение. Такое соединение, например, есть в Sony ZV-E10, на которой я снимаю себя прямо сейчас. То есть достаточно воткнуть USB Type-C в смартфон и другим концом в камеру, чтобы получить себе большой внешний монитор. HDR-дисплей разрешением 4К – это отличный вариант для того, чтобы видеть то, что мы записываем. Работает эта штука для видео. Я не знаю, будет ли добавлена эта функция для съемки фото, но для видео она уже есть. И повторюсь, это работает и с Xperia 1 Mark III, и с Xperia Pro I. Из того, что также осталось от Xperia 1 Mark III, это слот под карту памяти. То есть можно расширить объем памяти до 1 терабайта через слот для карт памяти. Помимо того, что в Xperia Pro I на борту 512 гигабайт. То есть в итоге можно получить 1,5 терабайта памяти, что не может не радовать, потому что здесь есть также поддержка съемки 4К 120 кадров в секунду, которая хорошенько жрет память. И раз уж мы заговорили про съемку 4К видео, я не могу не отметить, что здесь тоже произошла особая магия, потому что наконец-то видео на Xperia Pro I такого же высокого уровня, как и качество фотосъемки. То есть в Xperia 1 Mark III я получал очень хорошие по качеству фотографии, но качество видео, особенно если мы говорим про 4К 120 кадров в секунду, оно все-таки отличалось. Здесь же в Xperia Pro I качество картинки как при съемке фото, так и при съемке видео идентичное. То есть видео наконец-то допилено до нужного уровня. И видеосъемка здесь также запускается специальной отдельной переназначаемой кнопкой. Разъем под наушники также сохранили, так что любители послушать качественную музыку по-прежнему будут довольны. И напомню, что таких вещей, как разъем под наушники, разъем под карту памяти, петля под ремешок, нету ни в одном другом смартфоне. Поэтому, забегая вперед, могу уже сказать, что он мне очень и очень сильно понравился. И это тот смартфон, который я бы взял как раз куда-нибудь в поездку и не печалился, если бы у меня не оказалось с собой камеры. И давайте пробежимся по оптике, как раз сравним две модели, что отличается, что осталось по-прежнему. И начнем с ультраширика. В обеих моделях это 16 мм, и по ощущениям качество примерно идентичное. Я делал парные снимки и сравнивал результат, и примерно на выходе одно и то же, потому что, скорее всего, там даже одинаковый размер матрицы. Основной модуль уже имеет более существенное отличие, несмотря на то, что и там это фокусное расстояние 24 мм. Все из-за того, что матрица увеличена. И также увеличилось базовое значение ISO. В Xperia Pro I на фокусном расстоянии 24 мм базовое ISO теперь не 64, а 100 единиц. И это логично, потому что сенсор здесь от компактной серии Sony RX, и в них базовое значение ISO как раз 100 единиц. И также здесь сильно отличается телеобъектив, потому что в Xperia 1 Mark III мы получали замечательный перископический объектив с фокусными расстояниями 70 мм и 105 мм. В Xperia Pro I здесь уже объектив всего лишь 50 мм. Что, конечно, и плохо, и хорошо. Плохо то, что мы не можем так сильно приближаться, как на Xperia 1 Mark III. А хорошо то, что многие предпочитают иметь не 70 мм и 105 мм, а что-то более консервативное. И 50 мм в данном случае очень хорош, потому что позволяет дополнить широкоугольные 24 мм и получать изображение с сохраненными пропорциями, но не в теледиапазоне.
Так что здесь уже на любителя, но набор фокусных расстояний в Xperia Pro I мне очень нравится. Мы имеем ультраширик 16 мм, основную камеру с самым мощным сенсором на 24 мм и 50 мм в качестве умеренного объектива для сохранения правильных пропорций. Аккумуляторы в двух моделях идентичные, но Xperia Pro I лишилась беспроводной зарядки и, соответственно, реверсивной зарядки, потому что от Xperia 1 Mark III я могу заряжать другие смартфоны и заряжать ее беспроводным способом. Здесь же только через USB Type-C. Ну и теперь я поделюсь с вами своим главным выводом по поводу съемки на этот смартфон. Впечатления от ультраширика 16 мм и объектива 50 мм такие же, как в Xperia 1 Mark III, то есть по качеству здесь нет существенного увеличения. Ну а что касается основного модуля, то он, конечно же, очень сильно приблизился к компактным камерам Sony RX. Это еще не совсем полная замена таких компактных камер, но уже максимально близко. То есть местами качество изображения реально кажется, как будто снято на компакт RX серии. Плюс у меня есть возможность съемки в RAW. И RAW-файлы меня реально порадовали, потому что они позволяют уже накинуть какой-то пресетик, и тогда изображение уже максимально приближается к камерам. И мы влияем не только на параметры съемки, но и на художественную составляющую снимка. Такая функция есть, тем более памяти хватает, поэтому советую, если будете снимать с таким смартфоном, снимать одновременно в RAW и в JPEG, чтобы вы использовали либо приготовленное изображение для выкладки, либо RAW для последующей обработки потом за компьютером, либо в каком-нибудь мобильном редакторе. Что особенно понравилось еще больше, чем в моей Xperia 1 Mark III, так это баланс белого и цвета. Они сдержанные, они такие же, как в камерах, они как раз сильно выделяют эти смартфоны от смартфонов, которые полагаются на вычислительные мощности. Рекомендовать этот смартфон кому-то конкретно не имеет смысла, потому что мне кажется, что этот смартфон из серии, который сам найдет своего покупателя. То есть человек, который любит, например, бренд Sony, либо хочет получить в своем смартфоне ручное управление и максимальную близость к компактным камерам, то, конечно же, тут альтернатив очень мало, и здесь Xperia 1 Mark III будет идеальным выбором как никогда. Ну а что касается пользователей, которые любят нажать на кнопку и чтобы камера сделала все сама, найдут себе что-то другое. Мне лично Xperia Pro I очень понравился, и это тот случай, когда я хотел бы обновить свой Xperia 1 Mark III. И особенно меня самого удивило, насколько хорошо реализована возможность видеосъемки в этом смартфоне. Поскольку это устройство примерно такого же размера, как и мой аппарат, мне, конечно же, хотелось бы иметь более продвинутый по части фото- и видеосъемки. Ну а на этом у меня все. Если я о чем-то забыл рассказать, обязательно напишите в комментариях или задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всего вам доброго! А также по многочисленным просьбам я планирую записать видео о том, как снимать на смартфоны Sony Xperia в ручном режиме, для того, чтобы вам было проще ориентироваться. Но сразу забегу вперед и скажу, что в смартфонах управлять ручным режимом намного проще, чем в камере, потому что в камере нужно менять еще и диафрагму, а здесь только выдержку и ISO.